Когда муравьи видят, что пчела умерла, они совершают очень странный ритуал. Этот и сотни других муравьев приносят лепестки цветов к ее телу. Зачем? Сейчас разберемся. Как вы думаете, что тут происходит? Это похороны? Выглядит действительно очень похоже. Тело, много цветов, посетители. Но если муравьи устроили пчеле погребение, возникает вполне логичный вопрос. Почему этого не сделали ее собратья, другие пчелы? Неужели им все равно? Как-то все запутанно. Я решил изучить этот вопрос, и знаете, что мне сказал интернет? Что муравьи устраивают пчеле похороны, муравьи заботятся о мертвой пчеле и так далее. Ну знаете эти ролики «Касатка таранит кита, чтобы улучшить его пищеварение», «Капибары охотятся на людей», «Ядовитые обезьяны». Из-за кликбейта невозможно ничего найти. Ну ничего, я справился. Итак, муравьи несут к телу пчелы лепестки цветов, окружают ее ими. И мы не в диснеевском мультфильме, поэтому у муравьев должна быть простая мотивация. Возможно, пчела просто закрывает вход в муравейник, а лепестки — обычная добыча муравьев, которую они не могут занести внутрь. Или же, этот вариант мне нравится даже больше, у нас тут не похороны, а подготовка шикарного ужина. А что, целая пчела! Чтобы скрыть свою добычу от других желающих перекусить, муравьи обкладывают пчелу лепестками. Разлагаясь, они замаскируют запах пчелиного тела. И это же абсолютно гениально! Тебе не придется отбивать свой ужин у других насекомых, если они не узнают, что он у тебя есть. Но не расстраивайтесь, что муравьи оказались плохими гробовщиками. Другие животные разбираются в погребальных ритуалах гораздо лучше. Взять хотя бы шимпанзе. Они не просто скорбят по своим погибшим родственникам и пытаются их оживить, но и совершают обряды, смысл которых до конца непонятен даже ученым. Так, после смерти своего приемного сына, самка шимпанзе открыла его рот и стала чистить зубы при помощи твердой травинки. Использовать инструменты для ухода за умершими – нормальная практика для людей, но чтобы этим занимались приматы? Впрочем, шимпанзе — наши ближайшие родственники, которые пережили эволюционную гонку. Возможно, именно поэтому они способны на многие человеческие поступки. Иногда шимпанзе исполняют то, что исследователи называют танцами дождя. Самцы шимпанзе носятся по лесу, ритмично разворачиваясь, барабаня лапами по деревьям и земле, и, конечно, издавая громкие звуки. Согласитесь, это описание похоже на обряд каких-то древних людей, которые радуются дождю или даже бросают ему вызов. Но на этом шимпанзе не останавливаются. Когда они слышат какой-то ритмичный звук, например, шум водопада или музыку, то начинают действовать точно так же, как люди. Знаете это ощущение, когда хочется постукивать в ритм? Шимпанзе оно тоже знакомо. Животные раскачиваются в стороны, иногда хлопая в ладоши, и шимпанзе совершенно плевать, что в ритм они все равно не попадают. Главное — наслаждение процессом. Кто знает, может именно так наши далекие предки когда-то изобрели музыку. Да что там музыку? В научной среде существует мнение, что наша способность смеяться происходит из ритуального поведения приматов. Вы наверняка в курсе, что они устраивают игровые поединки. Чтобы показать соперникам, что в шутливой стычке нет места агрессии, шимпанзе издают звуки, похожие на смех. И это действительно выглядит как ритуал. Мы будем драться в шутку и смеяться, чтобы никто не обиделся. Ну или щекотаться. Считается, что сам человеческий смех зародился во время игры, и эта гипотеза подтверждается игровым смехом приматов. Со временем ритуал просто перерос в открытое выражение своих эмоций и чувства юмора. И все-таки приматы это не особенно удивляет. В смысле, да, они очень похожи на нас, хоть и являются животными, но давайте посмотрим правде в глаза. Нет ничего шокирующего в том, что шимпанзе понимают, как работает ритм. Вот морской лев — совсем другое дело. Самку морского льва по кличке Ронан, живущую в Калифорнийском университете, называют самым ритмичным животным помимо людей. Ронан настолько хорошо чувствует музыку, что идеально попадает в ритм любых композиций, просто качая головой. Особенно ей нравится диско. И тут я, конечно, подумал, что во всем виноваты люди. Ведь если бы Ронан выросла на воле вместе с другими морскими львами, у нее бы не было такого хорошего чувства ритма. Откуда ему вообще взяться у морских животных? Они способны разве что, не знаю, мычать? Короче, ничего общего с ритмичными звуками. Так вот, я никогда так не ошибался. Самцы длинномордых тюленей умеют хлопать ластами, чтобы издавать резкие, похожие на щелчки звуки. Причем это совершенно дикие животные, которых никогда не обучали выполнять какие-нибудь трюки в обмен на угощение. Тюлени просто хлопают. Да, под водой. Да, это можно услышать. Каждый звук длится меньше
менее 0,1 секунды, но успевает достигнуть цели. Судя по всему, это поведение похоже на поведение самцов горилл, которые бьют себя в грудь, чтобы доказать свою крутость. Простое послание: «Я крутой, мои гены крутые, все самки будут моими». И знаете, если животное способно издавать громкие звуки, хлопая ластами под водой, оно действительно крутое. С этим сложно спорить. А ведь странные способности морских обитателей не заканчиваются на хлопках тюленей. Даже самые маленькие существа здесь знают толк в шуме. Морской червь Леократида эскимураурум почти прозрачный, всего 29 мм в длину, и при этом он кричит. Нет, не так. Он орёт. Во время столкновений два самца приближаются друг к другу, мышцы в их глотках быстро расширяются, образуя пузыри, которые затем схлопываются с очень громким звуком. Особенно для таких маленьких существ. Но и без учета размеров ученые называют эти хлопки одними из самых громких звуков в океане. Так что если вдруг вы услышите странные щелчки рядом с водоемом, это просто черви, которые кричат друг на друга. Но черви, в принципе, довольно странные ребята. Казалось бы, такие простые, даже примитивные формы жизни, которые до сих пор ставят исследователей в тупик. Mesenchitreus solifugus – вид слепых червей, обитающих в ледниках Аляски. И когда я говорю «в ледниках», я имею в виду именно это. Они проводят всю свою жизнь во льду. Причем могут выжить только при температуре примерно от -7 до 5 градусов Цельсия. Но каждое лето, как по команде, выбираются на поверхность. Почему? Ученые не знают. Зачем? Ученые не знают. Зачем черви живут подо льдом? Ученые не знают. Чем они там занимаются? Ну, в общем, вы поняли. Так и все дело в низких температурах. Черви слишком долго обитали в ледниках, возможно, больше 20 тысяч лет, и холод заставил их вести себя странно. Кто знает, иногда ведь такое действительно происходит. Панды. Природа сделала их достаточно большими и пушистыми, чтобы противостоять холоду, но иногда этого просто недостаточно. Слишком сильный холод заставляет панд искать дополнительные способы согреться, и они используют конский навоз. Я серьезно, китайским зоологам удалось даже записать сам процесс на видео. Возможно, с целью шантажа. Обнаружив свежий навоз, панды катаются по нему, размазывая по шкуре. Правда, их интересует не сам навоз, а содержащиеся в нем вещества, которые помогают лучше переносить холод. Oh, God, it's so good. Интересно, а лошади в курсе, на что уходят их продукты жизнедеятельности? В любом случае, это самый странный способ взаимодействия животных, который я видел. Так мне показалось в начале, пока я не узнал, что делают лисы и улитки. Ну вот что может объединять этих животных? Еще в 1987 году биолог Стелла Дэвис предположила, что в городских районах лисы могут быть важным средством передвижения для определенных видов слизней. Вряд ли сами лисы в курсе происходящего. Слизни просто цепляются за их мех и перемещаются автостопом, чтобы осваивать новую местность. Представляю, как выглядят эти путешествия глазами настолько медленных существ. «Эй, рыжая, вырубай варп-двигатель!» Хотя не только слизни пользуются помощью других животных, когда собираются куда-то переехать. Гну ежегодно мигрируют на огромные расстояния, но им не обойтись без участия зебр. То есть, конечно, можно, вот только зебры — гарантия безопасного маршрута. У этих копытных отличная память, которая позволяет выбирать правильный путь и направлять по нему гну. Через 20 метров у жирафа поверните налево. Внимание, впереди высокая концентрация львов. Жаль, что не у всех мигрирующих животных есть такие друзья, готовые помочь им в трудную минуту. Да, многие виды просто доверяются своим инстинктам в вопросах переезда. Певчая птица, вылупившаяся в лаборатории и никогда не бывавшая в дикой природе, все равно пытается начать миграцию в нужное время года и в правильном направлении. Но толсторогу таких способностей просто не досталось. Несмотря на ежегодные миграции, их маршруты не записаны в генах. Вместо этого копытным приходится ориентироваться на опыт старших, учиться. Первый год жизни толстороги следят за матерями или другими взрослыми особями, чтобы понять, что им делать. Да, когда погодные условия заставят их искать еду, даже совсем неопытные толстороги решатся на миграцию, но они просто умрут по дороге без нужных знаний и инстинктов. Инстинкты в животном мире — гарантия выживания. Именно поэтому от них так тяжело избавиться, даже если больше не нужно бороться за жизнь. Вы наверняка хотя бы раз видели, как собаки закапывают или просто прячут еду. Это их инстинктивная
инстинктивное желание отложить часть еды на потом, на случай, если в будущем придется голодать. И угадайте, от кого собаки унаследовали такой инстинкт. Все верно, волки поступают точно так же, пряча остатки добычи. Причем инстинкт включается даже у волчат, которые перемещают свои тайники, чтобы их не нашли братья и сестры. Так что, если ваш питомец что-то активно закапывает на заднем дворе, не переживайте, он просто разбудил своего внутреннего волка. О, и кстати, раз уж мы заговорили об инстинктах, как насчет человека? Не знаю, как вы, а я постоянно слышу, как люди оправдывают свои и чужие поступки инстинктами. Инстинкт охотника, материнский инстинкт самосохранения и все в таком духе. Однако с точки зрения науки все гораздо интереснее. Чем проще животное, тем больше его жизнь зависит от инстинктов. Никто ведь не будет ожидать, что паук начнет думать и рассуждать. Все гораздо проще. Вижу добычу — ем добычу. Его действия подчинены четким алгоритмам. Это позволяет успешно выживать и размножаться. Более сложные организмы, например, собаки, тоже имеют инстинкты, но их гораздо меньше. Например, пес может погнаться за движущимся предметом, потому что это заложено в генах. Но чтобы схватить и съесть, нужно этому научиться. Люди — самые сложные существа на Земле. Мы растеряли остатки своих инстинктов, потому что слишком умны, а умному существу ни к чему заранее установленная природой программа. Можно ведь самому решить, какой вариант действий будет правильным, основываясь на логике, опыте, настроении и куче других важных вещей. Но как минимум один инстинкт у нас все-таки остался. При неожиданной встрече с вызывающим симпатию человеком мы на 1/6 долю секунды приподнимаем брови. Да, звучит абсолютно бесполезно. Впрочем, лучше все-таки управлять каждым из своих действий, чем случайно обнаружить себя на заднем дворе, закапывая сэндвич. До скорого!